Автоматные очереди в столице, спецназ пошел на штурм, есть раненые и погибшие. Резкий разворот, новое обострение у лидеров режима, судоходство снова в опасности. Уникальная операция и комплексный удар, поражены сразу несколько судов. Пощечина для Путина. Хозяина Кремля упрекнули в трусости публично и при работающих камерах федеральных каналов. Вздохи Сергея Лаврова. Министр иностранных дел России пожаловался на Вашингтон. Цель обозначена, разведка ведется, где произойдет высадка американского десанта. ТЦК под ударом. Новое нападение на военных. Похоже на эпидемию. Российский министр хочет обследовать десятки миллионов граждан на наличие опасного вируса. Об этих и других событиях к утру воскресенья 19 апреля. Все, что действительно важно сегодня. Новости Нехта. Украина, Россия, Беларусь и мир. Раньше других. В Украине снова стреляют, но не на фронте, а прямо в столице. Неизвестный открыл огонь по всем подряд. Нападение произошло в Голосеевском районе. Спецназовцы КОРДа нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот взял людей в заложники и стрелял в полицейского во время задержания. Количество жертв уточняется, есть погибшие и раненые. По информации министра, нападавший ликвидирован. По предварительным данным, погибли 5 человек, еще 10 получили ранения. Среди них ребенок. И переносимся на Ближний Восток. Ормуз снова закрыт. Иранский режим отменил свое собственное решение, но, по версии Исламской Республики, виноват Вашингтон. Заявление представителя Центрального штаба Корпуса Стражей Исламской революции зачитали дикторы гостелеканалов. Иран в соответствии с ранее достигнутыми в ходе переговоров договоренностями и действуя добросовестно согласился разрешить ограниченному числу нефтяных танкеров и коммерческих судов проходить через Ормузский пролив контролируемым образом. Однако Соединенные Штаты в соответствии со своими неоднократными нарушениями обязательств в прошлом продолжают акты пиратства и морских краж в рамках того, что они называют блокадой. Но своим заявлением КСИР показывает наличие глубокого раскола внутри теократического режима, ведь об открытии Ормузского пролива заявил накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. В то же время Трамп заявил в субботу, что мирная сделка может быть достигнута даже в этот уикенд, а для ее заключения он может полететь в Исламабад лично. По данным Reuters и BBC, как минимум 2 торговых судна попали под обстрел при попытке пройти через пролив. Один из танкеров атаковали катера Корпуса Стражей Исламской революции. Инцидент произошел у побережья Омана. Судно и экипаж, по предварительным данным, не пострадали. Но сам факт обстрела уже сигнал. Пролив остается небезопасным маршрутом. Центральное командование США в свою очередь заявило, что американская блокада продолжает действовать. Боевые корабли патрулируют Аравийское море. С начала блокады 23 корабля выполнили указания американских сил развернуться. Американские силы обеспечивают морскую блокаду судов, входящих в иранские порты и прибрежные районы, или выходящих из них. Временное перемирие, если его так можно назвать, формально истекает в среду. Если режим к тому времени не пойдет на сделку, Трамп допустил возобновление бомбардировок. Небывалая операция уже в другой части мира. СБУ провела сеанс демилитаризации оккупированного Крыма. Бойцы Альфы нанесли комплексный удар. Поражены как минимум 3 корабля, включая десантные Ямал, Азов и еще одно неустановленное судно. Кроме того, сообщается о вероятном поражении российского противодиверсионного катера «Грачонок». Воины службы безопасности Украины снижают боеспособность флота, целенаправленно подрывают логистику и лишают противника возможности полноценно использовать полуостров в качестве военной базы. Каждое поражение кораблей и критической инфраструктуры имеет накопительный эффект и напрямую влияет на способность РФ вести войну. Эта работа не остановится, интенсивность и глубина операции СБУ будут только расти, пока враг не утратит возможность действовать на украинской территории. Параллельно били по инфраструктуре. Сообщается о повреждении РЛС и системы связи, а также об ударе по нефтебазе.
СБУ нанесло удар по российскому флоту, а представитель Киева по имиджу хозяина Кремля во время международного форума в Турции. Представители российских федеральных каналов прорвались к министру иностранных дел Украины. Размахивая микрофонами, пропагандисты наперебой принялись спрашивать Андрея Сибигу о судьбе переговоров. Глава украинской дипломатии ответил коротко и четко. Ответьте, пожалуйста. Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Питання, чому він ховається? Как думаете, этот ответ покажут в эфире российского телевидения? Мир на Ближнем Востоке еще не заключен, а Дональд Трамп уже намекает на очередную спецоперацию в другой части мира. Очередному режиму пора приготовиться. Очень скоро эта великая сила также принесет день, который готовился 70 лет. Он называется «Новый рассвет для Кубы». Мы поможем им с Кубой. У нас много замечательных кубинских американцев, людей, с которыми жестоко обращались, чьи семьи были убиты. И теперь смотрите, что произойдет. Слова прозвучали не в вакууме. Накануне у берегов Кубы зафиксировали разведывательный дрон «Тритон». Это техника для наблюдения и подготовки операций, похожая на разведку перед высадкой. А вот прогнившему коммунистическому режиму противопоставить американцам в случае вооруженного противостояния будет практически нечего. Утечки показали, в каком плачевном состоянии находится островная армия. Правда, внутри страны боевых быков, таскающих системы ПВО, не показывают. Пропаганда демонстрирует более красивые кадры с учений. А президент произносит бодрые речи своим сторонникам, почти как у Мадуро недавно. Ну, правда, венесуэльскому диктатору это не помогло. Сергей Лавров публично пожаловался на состояние российско-американских отношений. На форуме в турецкой Анталии шеф путинской дипломатии посетовал. У нас очень много разногласий с нынешней американской администрацией, особенно в том, что касается практически развивающихся дел. И санкции никакие не сняты с байденовских времен, даже собственность дипломатическая не возвращена. И наши компании уже под новые санкции попали. Лукойл, Роснефть, вы знаете, которые уже сама администрация Трампа объявила, не скрывая, что целью является доминирование Соединенных Штатов на мировых рынках энергоносителей. О преснопамятном духе Анкориджа представитель Москвы уже даже не вспоминал. Остается только одно. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Тем временем в Вашингтоне случилось что-то немыслимое. Один из топовых соратников Трампа принялся хвалить воинов ВСУ. И кто? Министр армии Дэн Дрискл. Комплименты прозвучали во время слушаний в Комитете Палаты представителей по бюджету. Я был в Киеве, я много времени провел с украинским руководством. Они коренным образом изменили подход людей к конфликтам. Они проделали совершенно потрясающую работу по внедрению инноваций. И я публично заявлял, что мы многому у них учимся и перенимаем многие уроки, которые они нам преподали. Неплохо, учитывая то, что Дрискл имеет давние дружеские отношения с некоторыми представителями семьи Дональда Трампа и является возможным сменщиком Пита Хексета в кресле главы Пентагона. А вот министр войны в Киеве так ни разу и не был. Не только удары с неба, не только натиск на фронте и стрельба в Киеве. Во Львове снова напали на ТЦК. Причем не на отдельного военнослужащего. 3 мужчин ворвались в помещение Центра комплектации и напали на его сотрудников. 2 нападавших задержали сразу, 3-му удалось скрыться. Идет расследование. Детали и мотивы пока не раскрывают. Во время масштабной войны с российскими оккупантами силу и злость следовало бы направлять против врага. Однако, к сожалению, находятся те, кто считает возможным деморализовать собственное общество и нападать на своих же военных.
По данным полиции, с февраля 2022 года зафиксировано уже более 600 нападений на сотрудников ТЦК. Это системная проблема, которая напрямую бьет по мобилизации и безопасности внутри страны. Еще одна страна может захотеть войти в Евросоюз, а точнее туда вернуться. По данным The Guardian, более половины жителей Великобритании, около 53%, хотят возврата в ЕС. Причем поддержка есть почти у всех, от сторонников лейбористов до зеленых. Даже среди консерваторов почти 40%. Причина проста – экономика. После Брексита страна разошлась с ЕС уже по десяткам правил. Бизнес захлебнулся в бумагах, торговля усложнилась. При этом Британия все равно часто следует европейским нормам, но уже без права голоса. Настроения меняются. Прошло 10 лет, и вместо независимости люди видят последствия. Теперь вопрос уже не в идеологии, а в цене, которую пришлось заплатить. Представители Тегерана наперебой публично заявляют, вопрос передачи урана за пределы страны не обсуждается. Но по данным Associated Press, такой сценарий на столе. Причем в игре участвует Китай. Пекин предлагает два варианта: либо вывести сырье к себе, либо разбавить прямо на месте до безопасного уровня. Это попытка найти компромисс. США требуют убрать риск создания ядерного оружия. Иран не хочет просто так отдавать запасы. Китай может стать посредником, который позволит сторонам сохранить лицо. Ранее Иран соглашался на похожий шаг, и в 2015 году запасы урана были временно вывезены в Россию. Москва и в этот раз предлагала посреднические услуги, но Трамп, согласно утечкам, этот вариант отверг. Каждый третий на тест. В России хотят массово проверять на ВИЧ. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о планах обследовать десятки миллионов граждан. По ВИЧ-инфекции стоят задачи на снижение заболеваемости. Дальнейший рост охвата медицинским освидетельствованием необходим. Каждый третий гражданин должен пройти тестирование, особое внимание на группы риска. Похоже, дело не шуточное. За прошлый год официально число новых выявленных носителей вируса увеличилось на 35 тысяч. Всего в стране с таким диагнозом живет около 1 250 000 человек. По уровню распространенности ВИЧ Россия уже опережает такие страны Африки, как Гвинея, Эфиопия и Чад, и чуть отстает от Либерии. О Европе и говорить не приходится. По количеству ВИЧ-инфицированных на 100 тысяч человек страна опережает членов ЕС в разы. Трамп хочет забрать у Ирана не только уран, а в России нефтебазы загорелись от моря до моря. Зеленский угрожает одному из диктаторов похищением, а в США исчезают ученые, занимавшиеся НЛО. Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. И приглашаю на вечерний выпуск.